Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в самом-самом центре Петербурга, в самом его сердце. И, конечно же, в такую прекрасную петербургскую погоду я решила, что самое лучшее решение будет отправиться снова в музей. И в какой музей? В самый наш главный музей Петербурга, в Эрмитаж. Я покажу вам мой Эрмитаж, мои любимые экспонаты, маршрут любимый, а также кое-что, что вы наверняка вообще ни разу не видели, будет не скучно, так что продолжайте смотреть это видео и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо вам! Кстати, вы обращали внимание на двухглавых орлов на ограде у Александринской колонны? Чтобы они были двухкрылыми со всех сторон, у них на самом деле у каждого по 3 крыла. Таким образом создается эффект 3D, и с любого ракурса эти орлы становятся двухкрылыми. Итак, Эрмитаж или Зимний дворец. Один из самых знаковых архитектурных памятников Санкт-Петербурга и бывшая главная резиденция российских императоров. Его история начинается в начале XVIII века, когда Петр I приказал построить в городе первый зимний дом. Всего зимних дворцов было 5. Первый и второй зимние дома Петра I стояли у Зимней канавки. Третий дворец Анны Иоанновны у Адмиралтейства. Четвертый находился на Невском проспекте. И пятый дворец, известный сегодня всему миру, по замыслу Елизаветы Петровны, должен был стать воплощением мощи российской монархии. Пятое по счету здание Зимнего дворца было построено в 1754-62 годах российским архитектором итальянского происхождения Бартоломео Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами французского рококо в интерьерах. До пожара 1837 года в здании проживало около 2000 человек, а во время пребывания здесь императора еще больше. В 1904 году Николай II перенес постоянную резиденцию из Зимнего дворца в Александровский дворец в Царском селе. В Первую мировую войну здесь был госпиталь, во время февральской революции временное правительство, а после Октябрьской дворец перестал быть жилым, и здесь была размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа. Мы начнем наше путешествие не с центральной Иорданской лестницы, а с церковной лестницы. Это совсем не очевидный вход, но он может помочь вам открыть для себя что-то новое, а именно малую церковь Зимнего дворца. В большой церкви, я думаю, были все, но в малой почти никто не был. Она открылась всего лишь несколько лет назад. Уникальность этого помещения в том, что это место гораздо старше, чем сам Зимний дворец. Церковь, скрытая за неприметной дверью, ранее использовалась как реставрационные мастерские. Построенная по проекту Растрелли в 1735 году для Анны Иоанновны, церковь пережила перестройки при Елизавете Петровне, при Николае I. В советское время ее интерьер был утрачен, алтарь разобран, стены закрашены. Современная реставрация обнаружила удивительную сохранность исторического декора. Под слоями краски открылось золоченое убранство, а плафон Николая Майкова сохранился почти без повреждений. Но иконостас решили не восстанавливать из-за недостаточности исторических материалов. А мы с вами выходим из церкви, поворачиваем направо и попадаем в галерею портретов императоров, идем по ней прямо, доходим до портрета Николая II. Картина написана в 1896 году художником Галкиным. Но это не просто портрет. Сейчас мы обойдем его с другой стороны, и нам откроется очень интересный факт истории об этой картине. На том же холсте с обратной стороны изображен Ленин. Дело в том, что в 1924 году Ленин приказал поверх Николая II изобразить свой портрет, но художник не смог этого сделать, он просто загрунтовал Николая II, спрятав его, и нарисовал Ленина с другой стороны. И только в 2010 году, когда встал вопрос о реставрации картины, за помощью обратились сотрудники Русского музея, тогда и обнаружили Николая II. А мы с вами идем дальше по портретной галерее, и, конечно, мое внимание привлекает портрет Екатерины II. Это портрет кисти Рокотова, Федор Рокотов, первый выпускник Академии художеств. Академию художеств мы посещали в предыдущем нашем выпуске. Большое спасибо, что вы его смотрите. Конечно, в Эрмитаже, как нигде, я уверена, очень много работ именно выпускников Академии художеств, потому что именно там ковались таланты нашей русской культуры. По одной стене галереи висят портреты царей до петровских времен. Ну, а поворачиваем голову направо и видим нашего Петра I, с которого началась новая страница истории нашей страны.
После портретной галереи мы попадаем в аванзал. Там находится знаменитая малахитовая ротонда. Это роскошное архитектурное украшение, которое было установлено в 1958 году в аванзале, но создано было еще при Николае I. Ее разработка началась по инициативе промышленника Демидова, который планировал украсть ею свое итальянское имение. После его смерти завершил его работу сын, представив ротонду на выставке в Париже, а затем подарил императору Николаю I. И ротонда была установлена в купольном зале Таврического дворца, а потом находилась в Троицком соборе Александра Невской лавры, затем передана Эрмитажу. После реставрации, завершенной в 1958 году, ротонда заняла свое нынешнее место в Зимнем дворце. И кажется, что это такие цельные куски малахита, но на самом деле это мозаика. А за окном прекрасный серый Петербург. И из этого аванзала мы попадаем на Иорданскую главную лестницу, с которой заходят обычно все туристы. Но если вдруг у вас не хватило билетов на Иорданскую лестницу, а продаются входные билеты с церковной лестницы, можете воспользоваться моим маршрутом и буквально за несколько минут дойти до главной лестницы. Не забудьте сохранить это видео, а то потом потеряете. У лестницы было несколько названий. Парадная, затем посольская, по ней на аудиенцию к монарху поднимались зарубежные послы. И Иорданская. Во время праздника Богоявления царская семья по лестнице спускалась на молебен к ближайшему выходу из Зимнего дворца, где находилась прорубь Иордань на Неве. Строительство и отделка парадной лестницы велось под руководством архитектора Растреля. Архитектурный стиль, естественно, барокко. В отделе использованы портики с колоннами, скульптуры и статуи, декоративные элементы стен имеют позолоту, а зеркала в виде оконных рам зрительно увеличивают объем помещения. Центральную нишу украшает скульптура «Аллегория государства». Налюбовавшись лестницей, мы с вами попадаем дальше в фельдмаршальский зал. Я не рекомендую там надолго задерживаться. Там размещены портреты полководцев, в том числе, конечно же, Кутузова и Суворова. Не задерживаемся, быстренько проходим дальше в малый тронный зал или зал памяти Петра I. Создать его задумал Николай I в 1827 году. Зал стал архитектурным гимном Петру I и всей Российской империи. Центральным элементом стало полотно, изображающее Петра с богиней Минервой, а на стенах батальные сцены Северной войны, государственная символика и монограмма императора. Главным акцентом зала был трон, изготовленный в Лондоне в 1731 году для Анны Иоанновны. Современники считали зал палладиумом русского величия, а при Александре II здесь принимали новогодние поздравления. Этот зал один из моих самых любимых, ну а мы с вами идем дальше в гербовый зал. Это одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца площадью аж 1000 квадратных метров. Зал предназначен для торжественных приемов и был создан Стасовым в конце 1830-х годов. У входа в зал расположены скульптурные группы древнерусских воинов со знаменами, на древках которых были закреплены щитки с гербами российских губерний. Это и определило название зала. Изображение гербов губерний сохранилось и на люстрах. Зал окружает золотая колоннада и французские окна. Вообще золото использовалось в том числе потому, что оно здорово отражало свет. И свет очень редкое явление в нашем городе было еще тогда, поэтому и зеркала, и белый цвет, и золото, все это способствовало насыщению помещения светом. А мы с вами идем дальше. Не во всех залах мы будем останавливаться подробно, но про этот я кратко тоже скажу. Это военная галерея Зимнего дворца. Она открылась в 1826 году в честь победы над Наполеоном. Центральное место занимает портрет Михаила Кутузова, Барклая де Толли, а также здесь находится портрет Александра I и его союзников. И знаете, как сейчас для нас является священной тема Великой Отечественной войны, как мы чтим память
наших дедов и прадедов, то тогда священной была тема войны 1812 года, и при пожаре 1837 года, о котором я очень часто упоминаю, и когда стало известно о том, что начался пожар, император первым делом приказал вынести все портреты из военной галереи, и они все были спасены, в то время как уничтожен был интерьер практически во всем здании. Портреты писали целых 10 лет, и 13 портретов так и не были написаны. Пустующие места завесили зеленой тканью, и эти полотна до сих пор остаются на стенах, символизируя память о героях, не оставивших прижизненных изображений. А сейчас мы переместились в большую церковь Зимнего дворца. В каждой царской резиденции обязательно строили домовые церкви. В Зимнем дворце была она построена, как и положено было по статусу. Ее позолоченный купол до сих пор сверкает над Зимним дворцом, и крест над куполом можно увидеть с Дворцовой площади. На протяжении многих лет церковь служила домашним храмом императорской семьи. Здесь проходили венчания будущих императоров Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. После революции 17 года церковь вошла в состав музейных залов Эрмитажа. Ее интерьер был разобран, а иконостас уничтожен. В 2014 году началась реставрация, в ходе которой удалось вернуть на место сохранившиеся элементы иконостаса. Сегодня Большая церковь является частью музейной экспозиции, которую ни в коем случае нельзя пропустить, так что обязательно сюда заходите. А после церкви идет у нас Георгиевский зал. Зал был создан в 1787-95 годах по проекту Кваренги и освящен в 1795 году в день святого Георгия Победоносца, откуда и получил свое название. В этом зале проводились официальные церемонии и приемы, здесь устраивали встречи с послами и парадные обеды и балы. Пол в этом зале настоящее произведение искусства, а стены отделаны каррарским мрамором и позолоченной бронзой. Над тронным местом помещен барельеф Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона, а большой императорский трон был исполнен по заказу императрицы Анны Иоанновны в Лондоне. Идем дальше по коридору и переходим в помещение Малого Эрмитажа, попадаем в павильонный зал, в котором находится одна из жемчужин Эрмитажа – волшебные часы «Павлин». Часы «Павлин» приобрел для своей императрицы князь Потемкин, хотя хотел ей их подарить, однако при перевозке часы повредили. Князь Потемкин поручил ремонт часов русскому умельцу Кулибину, но он починил часовой механизм только после смерти князя. Екатерина II все-таки смогла получить часы, правда, уже не в качестве подарка, а она выкупила вместе с Таврическим дворцом эти часы, где они находились с 1794 года. А в 1799 году Павел I велел перевести их в Эрмитаж. За транспортировку отвечал тот самый Кулибин. Позже советские инженеры повторили подвиг Кулибина, и в 1941 году шедевр пришлось частично разобрать перед отправкой в эвакуацию, а затем собрать заново по возвращении на законное место. Где же тут, собственно, часы, спросите вы? Небольшой часовой механизм находится в центре под большим грибком. В шляпке гриба два вращающихся горизонтальных циферблата. Римские цифры обозначают часы, а арабские обозначают минуты. Вращением стрекозы отмеряются секунды. Стрекоза сидит на грибе, через стекло плохо видно, я приложу фоточку стрекозы. Часы в исправном состоянии и радуют посетителей Эрмитажа. Часовой механизм работает все время, а вот в движение птиц раньше приводили раз в неделю по средам и собирали толпу людей в этом зале, но сейчас часы уже не заводят для простых смертных, может быть, только по специальным поводам, но можно посмотреть за движением птички на экране рядом. Павильонный зал был создан в 1858 году Штыкеншнейдером и полностью соответствовал архитектурному направлению эклектика. В отделке использованы элементы различного стиля: восточного, античности, ренессанса, объединенные единой композицией. А это изящный мозаичный пол из смальты, кусочки цветных стеклянных сплавов. В отделке использованы сцены из античной и древнеримской мифологии. Мозаика выполнена русскими художниками. Надо сказать, что от интерьера Малого Эрмитажа времен Екатерины Великой остались здесь лишь окна. Вместо этого зала здесь было что-то вроде 3 гостиных, где она любила встречаться
со своими посетителями. Но все-таки хорошо, что этот зал переделали. Все эти арки, пилястры, колонны, потолок зала с многочисленным лепным декором. Все это завораживает и делает этот зал одним из самых любимых для всех посетителей в Эрмитаже. А вот таких фонтанчиков в павильонном зале 4. Это копия фонтана слез Бахчисарайского дворца в Крыму. Фонтан слез также увековечен Александром Сергеевичем Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Легенда гласит, что однажды крымский хан влюбился, и его любимая умерла, и вот он приказал заставить камень плакать, и вот был создан по его приказу такой Бахчисарайский фонтан, который не течет, а капает. Помимо мозаичного пола, в этом зале много всяких мозаичных столиков, и, может быть, даже издалека не видно, что это мозаика, но это мозаика, поверьте мне. Глядя в окошко, мы можем увидеть уровень земли, хотя мы находимся на 2-м этаже. По приказу Екатерины на крыше 1-го этажа насыпали еще несколько метров земли и такой вот возвели садик, где она любила прогуливаться. Сейчас там копии скульптур и всякие интересные деревья, кустарники, а также фонтан. Но сейчас в этот зимний сезон все закрыто специальными коробами. Мы выходим из этого волшебного зала и идем дальше. В одном из переходов между зданиями снова можно полюбоваться на дождливый Петербург. И мы наконец-то практически добрались до живописи. Сейчас будет итальянское искусство. Мы с вами попадаем в такой зальчик, где есть галерея справа или слева. Нам нужна галерея слева. Это флорентийская школа, справа венецианская. Мы идем по левому коридору, останавливаемся посмотреть, если что-то заинтересовало, но обязательно любуемся, обязательно найдите шедевры Боттичелли и Перуджино. Ну и, конечно же, остановимся в следующем зале, где находятся 2 работы Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи жил на рубеже 15-16 веков, и уже тогда он писал вот так. При этом не называл себя художником, считал себя ученым, писателем, изобретателем, кем угодно, только не художником. Вы можете себе представить? Когда в 15 веке на всей планете все еще рисуют плоских человечков, Леонардо да Винчи воплотил вот такое искусство реализма и создал новую живописную технику. Сложно поверить, но в мире осталось всего лишь 15 живописных полотен этого известного художника, и 2 из них находятся в России, в Эрмитаже. На обоих полотнах религиозный сюжет, что было в то время очень популярно. На первой картине изображена Мадонна Бенуа, а на второй Мадонна с младенцем. Обе из них символизируют безусловную материнскую любовь. И, конечно же, не забываем смотреть по сторонам, поднимать голову вверх. Сам зал тоже достоин вашего внимания. И он, кстати, расположен в здании старого большого Эрмитажа, куда мы с вами тоже перешли. Сам Эрмитаж – это комплекс из нескольких зданий, и вот мы переходим то в один, то в другой. Повернем направо, забежим в гости к венецианцам. Это зал Тициана. Полюбуемся его шедеврами. Дальше проходим через голубой зал и идем все время прямо. Доходим до фойе, где находится поворот в вестибюль Эрмитажного театра. Вот эти вот белые двери прямо передо мной – это вход в Эрмитажный театр. Сейчас, конечно же, он закрыт, но там до сих пор проходит представление, я там даже была. Так что, если вам интересно, как смотрели представление в Зимнем дворце, вы можете составить свое впечатление, купив билет на одно из мероприятий, которые здесь проходят. Выходим, поворачиваем налево и попадаем в одно из моих самых любимых в очередной раз мест
в Эрмитаже, это лоджии Рафаэля. У Петербурга много чего позаимствовано от итальянцев. Итальянцы во многом строили город, и этих ниточек, соединяющих Петербург и Италию, очень много, и вот это одна из них. Что такое вообще лоджии Рафаэля, как они появились? В самом Ватикане. В начале XVI века Папа Римский задумал перестроить Ватиканский дворец, поручив работу Браманте. После его смерти проект завершил Рафаэль, создав шедевр европейской культуры, знаменитые лоджии. Вдохновленная их росписями, Екатерина II в 1778 году решила воссоздать лоджии в Петербурге. Для копирования фресок в Ватикан отправили художников, а строительством занялся Кваренги. Из-за ошибок в проектировании размеры галереи не совпали с итальянскими оригиналами, но результат оказался не менее великолепным. Петербургские лоджии отличаются зеркалами вместо окон и живописью, имитирующей рельефы. В оформлении сочетаются античные и библейские мотивы, а своды украшены Библией Рафаэля, так называемой. Это 52 сцены из Ветхого и Нового Завета. Я была в Ватикане, шла по подобной галерее в толпе людей, и когда я попала сюда, мне показалось, что я попала в Италию, какое-то дежавю сработало. Это потрясающее сходство. Если вы были в Ватикане, скажите, похоже? Я дошла до конца галереи, разглядела сюжет Иисус с апостолами, и сейчас пойду обратно, потому что там находится дверь в следующие залы, где мы продолжим знакомиться с шедеврами итальянского искусства. Проходим мимо красного зала, мы еще вернемся, потом направо и сразу налево, и здесь мы находим единственный в России экспонат работы Микеланджело. Скульптура называется «Скорчившийся мальчик». Вообще Микеланджело Буонаротти – один из величайших мастеров эпохи Возрождения, известный своими скульптурами. Он также был художник, поэт и мыслитель. Он создал такие шедевры, как росписи Сикстинской капеллы и скульптуру Давида. Выходим обратно в зал фресок Рафаэля. Зал так называется, потому что здесь представлены целых 2 фрески Рафаэля, которые тоже представляют из себя большую редкость и большую ценность. Если лоджии Рафаэля – это копии работы русских мастеров, то это непосредственно 2 работы самого Рафаэля. На первой изображена Мадонна с младенцем, это начало XVI века. Кстати, изначально Рафаэль изобразил не книжечку, а гранат, символ плодородия. Но потом почему-то он изменил свое решение и поверх граната изобразил книгу. А вторая картина называется «Святое семейство». Сейчас мы подойдем к ней. По традиции тех времен изображен религиозный сюжет. Мария с младенцем и Иосиф, который изображен на этой картине без бороды. Это достаточно редкое явление, потому что Иосиф, как правило, изображается с бородой. Ну, а мы идем дальше и возвращаемся в красный вот этот зал, который называется «Просвет». Есть малый и большой просвет, они так называются, потому что свет в эти залы попадают из потолка и хорошо освещают работы. Стены всех 3 просветов оформлены в красных тонах. Считается, что такие тона наилучшим образом подходят для демонстрации картин старинных мастеров. Малый итальянский просвет посвящен коллекции живописи Италии XVI-XVIII веков. Также здесь представлены скульптуры. А большой итальянский просвет, куда мы сейчас с вами попадаем, продолжает экспозицию малого и представляет наиболее масштабные полотна. Только здесь можно залипнуть на несколько часов, но я вам сейчас покажу свои любимые работы. Вот эта работа Антонио Каналя, он изобразил набережную Венеции. Это картина с секретом. Дело в том, что если перемещаться от одного края картины к другой, то меняется длина здания, вот этого, которое справа, это дворец Дожи, и меняется длина самой набережной. То есть сейчас, вот подходя к левому краю, кажется, что очень короткое здание. Сейчас я подхожу к правому краю, и оно удлиняется, а набережная укорачивается. Сейчас я пойду обратно, и вы увидите, что опять как будто бы картина меняет свои пропорции, что это за школа, какие секреты, как это написано, никто не знает, потому что Каналь особо учеников не имел.
был замкнутым и секретов своих никому не передал. Также из шедевров представлены одна картина Тинторетто, несколько картин Веласкеса и Гойя. Также в этих залах есть картина Караваджо, но она мне как-то не попалась в глаза, а вспомнила я про нее только спустя время. И поворачивая от Гойи в правый зеленый зал, мы попадаем уже к испанцам, и мне очень нравится вот эта работа Эль Греко. Эль Греко представлен здесь в двух картинах: апостол Петр и Павел, и рядом еще один небольшой портрет. Мне очень нравится. Проходим снова через красный зал и попадаем в зал со скульптурами, где находятся знаменитые Амур и Психея Антонио Канова и три Грации. Далее выходим к главной лестнице Малого Эрмитажа. Раньше именно это было входом в Эрмитаж. В нашей экскурсии нам придется спуститься по этой лестнице и потом заново подняться, потому что внизу нас ждет кое-что очень интересное. Вот так впечатляюще эта лестница выглядит снизу. А сейчас мы с вами посмотрим в окошко и увидим тех самых атлантов, которые воспеты в песне Городницкого, которые держат небо на каменных руках. Кстати, Эрмитаж — это единственный музей в мире, который имеет свой гимн, и гимном была выбрана именно эта песня. У атлантов, как всегда, многолюдно, все загадывают желания, трогают их за пальцы, но посмотреть на них изнутри здания — это особо атмосферно, и я обязательно вам рекомендую спуститься по этой лестнице, чтобы это сделать. Поворачиваем направо, и пройдя через несколько залов, мы попадаем в зал Юпитера или зал античной скульптуры. Здесь представлены разные статуи, бюсты, саркофаги, но нас, конечно, в первую очередь интересует самая крупная статуя в этом зале, а может быть во всем Эрмитаже. Это статуя Юпитера. Статуя создана римским мастером аж в конце 1 века нашей эры, представляете? Видео вообще не передает масштабов, но статуя просто поражает своим размером, монументальностью. Только представьте, высота с постаментом 5 метров, а вес целых 16 тонн. С античным залом мы закончили, и пока я возвращаюсь обратно к лестнице и поднимаюсь по ней, призываю подписаться на мой телеграм-канал, в котором я бываю гораздо чаще. Также у меня есть еще один YouTube-канал, в котором я рассказываю про кафе и рестораны Петербурга, обзоры делаю и даю рекомендации, куда пойти. И если вам нравится то, что я делаю, вы можете подписаться на мою закрытую страничку Boosty или оставить Яндекс чаевые. Все ссылочки я оставлю под видео. Я буду вам везде очень-очень рада. И если вы еще живы, мои дорогие любители прекрасного, мы с вами еще ненадолго заглянем к голландцам, а именно найдем такой зеленый зал, и там в конце мы найдем легендарное полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына». Эрмитаж обладает значимой коллекцией картин Рембрандта, около 23 живописных полотен и более 1000 графических работ. Там в зеленом зале еще очень много голландцев. Если вам интересно, там тоже можно позависать. До Рубенса я не дошла, и, честно говоря, я не любитель. А затем я направилась на поиски одной интересной для меня выставки. Я изрядно тут поплутала, поэтому как я здесь оказалась, я вам даже не расскажу. Но в поисках выставки я нашла еще такой замечательный уютный зал «Будуар императрицы Марии Александровны». Он находится в зале номер 306. А мне нужен был зал номер 307. Там сейчас проходит выставка «Безмерно обожая изумруд». О да, это про меня. Я очень люблю изумруды. Среди экспонатов украшения, статуэтки, парадное оружие, предметы быта, какая-то посуда. Все инкрустировано этим прекрасным драгоценным камнем. А на этом изумруде даже изображена Мадонна с младенцем. Выставка охватывает эпохи от античности до Византии, демонстрируя как ювелирные изделия, так и магические амулеты. Изумруд ценили Клеопатра, византийские мастера и русские императрицы, конечно же.
В этой коллекции объединены редкие камни с месторождений Египта, Колумбии и нашего Урала. И выставка доступна для просмотра до июня этого года, так что поспешите, если вам интересно. Некоторые экспонаты я узнала, я их видела до этого, и, видимо, они взяты на эту выставку из бриллиантовой или золотой кладовой. На самом деле в Эрмитаже есть и бриллиантовая, и золотая кладовая. Это разные кладовые, и я вам очень советую туда сходить. К сожалению, там нельзя снимать, иначе я бы уже давно это сделала. Я готова туда ходить постоянно, потому что я очень люблю драгоценные камни. Мне кажется, у камней есть энергия, и где, как не там, можно посмотреть на такое великолепие камней всех разных континентов, разных цветов, разной ценности. А вот это, кстати, парадное оружие. Это, по-моему, из золотой кладовой. Один из главных экспонатов на этой выставке – это комплект конской упряжки Анны Иоанновны, украшенный 115 камнями весом 300 карат. Выставка очень залипательная, но еще раз вам намекаю сходить в бриллиантовую кладовую. Она спрятана за 7 замками, туда можно только с экскурсией, там нельзя снимать. Экскурсия длится всего лишь час, и вас оттуда сразу же выгоняют, никакого нету самостоятельного осмотра. И тут я вспоминаю музей Виктории и Альберта в Лондоне, где все это великолепие, может быть, даже в гораздо большем количестве представлено в прямом доступе. Там такая зона двухэтажная с потрясающим освещением. Я покажу вам пару кадров оттуда. А вообще я в Лондоне снимала влоги для своего другого канала «Поющий гедонист», и я попробую оставить ссылку, и посмотрите обязательно, там есть кусочек выпуска про этот музей и конкретно вот эту часть с драгоценными камнями. Это просто залипалово, ребята. К этому моменту экскурсии я уже изрядно подустала. Я думаю, что вы тоже. Не везде я успела попасть. Я не попала в потрясающую библиотеку Николая II и во многие другие залы. Может быть, я приду и устрою вам еще одну экскурсию. Напишите, если вам интересны какие-то менее очевидные места в Эрмитаже. И сейчас я вышла в финальную галерею, где находится уже кафе. Но на самом деле на этом я тоже не смогла закончить, потому что буквально в 2 шагах оказался египетский зал. Я не фанат египетского зала, но не могу вам не показать пару его экспонатов. В этот зал все приходят, чтобы посмотреть на древнюю мумию. Я не фанат, но покажу вам маленький кусочек и пойду отсюда дальше. В конце всегда захожу в книжный магазин, и даже если не покупаю ничего, то очень классно полистать книги и продлить свое послевкусие. Кстати, в Эрмитаж не пускают со своей едой и водой, но здесь около кафе есть кулер, где можно бесплатно налить водички себе. В конце можно снова выйти на Иорданскую лестницу и повторить маршрут еще во 2-м разу, но, пожалуй, я не буду. Я пойду отдыхать. Еще я посмотрю на пару чаш и скульптур. Я не увидела самую большую чашу, которая была в каком-то зале, куда я не дошла. Также мне очень нравится вот эта скульптура, мини 3 грации, такие юные девочки. Еще одна чаша, еще пару скульптур, и мы двигаемся к выходу. Было очень классно. Я люблю ходить в Эрмитаж, я люблю напитываться культурой и искусством. За окном по-прежнему серый Петербург, даже непонятно, цветная картинка или черно-белая, а все-таки цветная, светофор виден. Я вам желаю, чтобы вы не захандрили. Обязательно выбирайтесь из дома, поглощайте искусство большой ложкой, ну хотя бы чайной, в том формате, в котором вы его можете воспринимать. А я прощаюсь с вами до новых видео. Не забудьте подписаться на этот канал, на мой едальный канал, на мой телеграм-канал. Везде вам буду рада. Все ссылочки будут в инфобоксе. И до встречи в новых видео. Пока-пока.